Черные очки вот так вот одеть. Мы должны сплотиться и быть сильной командой. Дюпри падает, и это ГГ, друзья, на первой карте. Флинт не попадает ни разу по противнику. Действительно много есть над чем работать. Надо грамотно спрогнозировать, какие будут карты, какие будут соперники, и сделать упор на нужные вещи. Давид, я хотел тебя спросить про твой ритуал перед официалкой на... Да нет ритуала, просто заняться нечем. Да, им поиграл, посмотрел игру. Тебе выпало, когда, вчера или позавчера? Вчера 2 ножа выпало. Ну, один, который за 200 я продал, это 2000 на месте. Вот он. Это у нас Стикеры и... утюг, чтобы не было импоплага. Значки. Это чехол или что? Так, это стикеры, можно будет компьютер обклеить. Так что? А, это фингербург. Это же детство. Надо рампу купить еще. Рампу? Может, Бэтбум рампу подаришь, чтобы... Вот это, видимо, да, стол. это настолка. Желаем удачи, боевого настроения, огромного количества ярких эмоций на Бэтбум. Удачи. Петь, Панаму для тебя сделали. Сейчас бы черные очки вот так вот одеть и песню Ягер ставить. Типа ритуалов Да. перед игрой какой-то. Не давать никакой меди. Да. Это хорошо. Никому, это не шутка. Все, мужики, сори. На этом турнире интересный состав участников, потому что у нас там есть победитель пролиги, Спирит, победители Катовицы, и у них такой был перерыв. Тоже интересно, что они придумали, как они сейчас играют. Состав участников очень сильный. Голодный Фальконт, которые сейчас собрались и не могут встать на правильную рельсу. Вот там одна команда вроде выбыла, и их заменили Бэтбум. Бэтбум тоже есть что доказывать. Аврора, новая команда, она достаточно хорошо выступает. Такое новое поколение. Что играем? Вертига, Мираж и Эмшт. Мы должны уверенность получить по ходу матчей, победами, и мы должны сплотиться и быть сильной командой. Вот такой настрой. А можно новенькую уже поменяем? Хотя бы что-то делать, а не просто ждать чудо такого делать. Оказывается, не в Монике проблема, а в компе. Сейчас поменяют комп Элику и Женьку Флиту. Такие дела. Кстати, тут необычный выход на сцену. Мужики вот в таких заходят в такие двери и выходят каждый из своей двери. И куда выходишь до сна? Я центрально. But now we're in Belgrade. It's Virtus Pro. Ну и будут выравнивать этот счет. 6-6. Джейм попадает. Остается один Дюпри. Обычно ходит у нас он мидл. Но бомба при нем. Возможно, 1 в 5. Видим, но нет. Давид Норберт так не считает. Очень хорошая позиция, на самом деле, для мультикиллов. Можно прям... Так, как обычно. Флит! Великолепная работа от Флита! Минус 3. И у Дюпри только диффуза. Собирает одного игрока, есть размен от Фейма. У Дюпри нету больше диффузов, потому что Дюпри погиб. Надо... вот забрали диффуза тоже упали.
И очень мало времени. Как же живет Петя, и времени уже нет у Санпаюса. Как же он мансит вокруг этого цемента, и Фейм растаскивает все-таки раунд 1 в 3. Итак, 25 секунд. Флит сегодня растаскивал уже 1 в 3 в этом же месте, на точке Б. Пистолетку сумел выиграть, и нужно устанавливать пачку. У В любом Норберта случае. нет, у Норберта нет, он все знает, что девятка. И справляется. Все-таки Флит, браво! Вытащил первый раунд этой половины, и последний раунд этой половины тоже забрал. Клатч ситуации 12-12. Virtus.pro все-таки сумели перевести эту карту на допы. Практически получается забрать Джейма, все-таки прострелами добрал. А тут тем временем Фейм на размене. Пачка ставится под базой. Дюпри 1 в 4. Так, подожди, первый пошел, время еще есть, побежал уже Дюпри. Ждет каких-то поджимов, но не ожидал Норберта увидеть на гвардии. Ни одну пулю отправляет Давид в голову оппонента. И Virtus.pro вновь вырываются вперед. Но там есть еще гранаты, есть смог на пачку, насколько я вижу. Вот, да, позицию занимает Элик, только одного сбривает, но Джейм, как тут мажет спину! Джейм увидел двоих. Перепикает, хорошо. 3 в 3 ситуация, времени очень мало, знает там диффузить. Бомбу не могут ее найти просто. Ответ от Фейма, забирает смог Снапи, Санфайс также упал. И Мэджиск взорвется, мне кажется, даже от бомбы. Нет, заживает. А если кто-то в спине, да, идет в спину Дюпри красный, забирают уже Мадана. Большинство для Virtus.pro, есть ответ от Санпаюса. Дюпри просто выжидает. Дюпри, но он уже остается один против двоих. Ряд разменов под Гвардианом. Позволяет 19 хп всего лишь, еще и забирает тайминг его. какой. Дюпри гранату достал. И Джейм заканчивает. Эта ошибка может стоить карты Team Falcons, потому что до сих пор Фейм не менял позицию. Фейм должен открываться, но его заметили. Казалось, двоих сейчас будет вряд выключать. Норберт минус по снапе, Санпаюс и Дюпри вдвоем остаются против четверых. Идеальная ситуация для ВП, чтобы заканчивать эту карту. Дюпри падает, и это ГГ, друзья, на первой карте. Никаких нервов. Мне? Все под контролем. Что нервничать? Первая игра на турнире. На EPL уже сыграли 800 штук. А до этого? А до этого 7 лет официал. Что нервничать? Че Видите, нервничать? нервы. Ладно, давайте помолчим и наберемся сил на Мираж. Правильно? Надо помолчать и собраться силами на Мираж. Сейчас перед игрой сядем, все скажем. Нравится мне, как ВП рвут темп. То супер медленный раунд, как предыдущий, да, где за 20 секунд до конца ставится пачка, то сейчас просто полетели мидл под отличные флешки. Ох, Мэджиск! О, как он справляется, Фейм просто почувствовали, информацию ему дали. Стороны плюс-минус близкие, да, можно и в атаке себя комфортно чувствовать, и в защите. И здесь ВП показывает уровень. Заметьте, должен был Фейм. Да, видео уже дал информацию, сейчас не будет его отпускать, ждет немного тиммейта. Флешка там прилетела. Мэджиск успевает еще и килл дать. Все-таки забирает его Фейм. Молодцы, пацаны, последний раунд добираем, пожалуйста. Falcons не установили бомбу, вообще его тут превосходные хедшоты в шарте, просто всем по одной дал. Безошибочно, Фейм. Жестко. Большущие проблемы. Даже если каким-то образом они сумеют откамбэчить здесь, хотя Не об этом попали, позже. смог в Фейм! окно. Ну это же детская ошибка. Смог в окно промазать. Нельзя на таком уровне. Турнир на 500 тысяч долларов. И смог не залетает в окно. Ну как это? Это как-то это, ну, Virtus.pro тоже не попадает. Ну, нельзя такого допускать. Да ладно, это был самый важный раунд в игре. И кажется, что прямо сейчас будут заканчивать Virtus.pro. Да, падает Дюпри. Мадан 1. Good game. Well played. Интервью, общение, оно дает мне положительную энергию, заряд, потому что... Да? Потому что ты можешь Потому что моя пофлексить, жизнь... что-то показать. Да, я могу поговорить с кем-то, кроме моей команды, и набраться какого-то, знаете... Ну, если я круто все сделаю, формулирую, я получаю от этого удовольствие. Все отлично, без каких-либо нервов. Закрыли 2-0.
Я проснулся в 8:30, и у меня, короче, ну, типа, если я ставлю будильник, на 10 минут еще попозже. Так. И, короче, я проснулся такой, так, 8:30. Время есть, можно еще чуть-чуть подремать. Ага. Я закрываю Это была глаза, ловушка Джокера? и мне начинает сниться сон. Я, короче, еду на машине куда-то с кем-то, начинаю что-то рассказывать, и мне во сне говорят, так, тебе, так, куда ты едешь? Говорят, тебе сейчас выходить. И я вот так глаза открываю, думаю, так, нахуй. Куда я еду? Сколько время? Беру телефон, смотрю, а это, короче, просто 5 минут прошло. Обычно, да, там бывает часов 5 проходит, и ты такой, уа, сука. У нас сегодня первая игра, поэтому мы настраиваемся за 1,5 часа до игры. Типа это, ну, немножко неудобно, но там начинается стрим, и потом мы условно не сядем, потому что ведущие будут выходить, все такое. Поэтому первая игра не очень приятна, но... Thank you. Good luck. Даст 2, Вертига, Мираж. Идем? Или не идем? Кто-то накурил тут кальян. И это не я. Ну все, первое, даст по тактикам CSGO. Пытается исправить ситуацию меньшинства для его команды, но сейчас нужно попадать, попадает по одному, понимаешь, что Джимфат на подъеме, и Фейм остается один, забирает уже одного, 1 в 1 против Торзи. Торзи ставит точку в этом раунде, очень важный раунд для Маус и сложный при этом, но ребята справились. Ну, ребят, из ВП тоже стоит похвалить. 2 в 3, супер. Вот этот важный момент, когда Джейм перевелся, убил игрока дальнего. Выбить экономику — это важно. Если, допустим, Джейм найдет какие-то киллы, возможно, сам себе даже АВП позволит в следующем раунде. Там как-то без армора, либо с первым. Проходит пока по стенке. Игрок атаки собирает информацию. Здесь подозрительно тихо. И действительно, очень опасная ситуация будет прямо сейчас. Это Шамалаев полетела. Вот они, бешеные юспы. Лишь один минус, конечно, но закусали Шуя. Однако на этом все закончилось. Там уже Экстершн с мида подошел. Фейм будет на приемке Даблдорса. Пойдут Маус, скорее всего, по окончанию таймера. Под гранаты они у них остались, ибо раунд закончился довольно быстро. Фейм мешотит и закрывает ВП со всех сторон. Очень важно засейвить эти девайсы, чтобы был бай в следующем. Пока неплохо отбивается, но Фейм все-таки АВП Джейму не отдаст. Электроника 8 хп остается, Торзи попал ему с АВП и как убивать? Ну, Торзи в слишком хорошей позиции. Эрику придется дропаться, байтить на себя. Тут уже все зависит от его тиммейта. Торзи уничтожает электроника. Норберт последний, 1 в 2. Вот он шанс исправить статистику. -1 и переводился грамотно. Этого не хватило, и Маус побеждает на Дасте 2 на пике своего оппонента. И есть фраг у нас от Флита, также Норберт подключается. Был быстрый выстрел довольно-таки. Выбить Элика в этом раунде не выходит. Ну, получается, однако с огромными трудностями. Экстершн остается в соло. Герой предыдущих раундов сейчас против 4 понимает, что здесь не по шансам. И первый раунд все-таки забирают для себя ВП. Теперь можно попытаться найти какие-то киллы. Сквозь смоки, но слишком много гранат. Летят еще и свет шумовые. Норберт в соло против 5. Одного вырубает. Далее оппоненты встают в ряд, кстати. Может быть, это шансы. Норберт наказывает еще одного. Правда, он на лоу хп. Это должно ему помешать. Летит граната, доджит цвета шумовую. Как же Норберт хорош в этом раунде. К сожалению, тиммейтов нету, чтобы как-то помочь.
Ну, 13 хп по-хорошему тут пытаться хедшоты ставить, но шансов крайне мало. По электронику, но шансы еще есть. Надежда на Джейма, то, что тот со хп разрулит. Забирает одного, можно еще забирать и второго. Ксершин очень далеко. Джейма сейчас будет с двух сторон просто давить. И все-таки это раунд за командой Маус. Джейм в моменте понял, что 3 патрона там очень тяжело. Надо, чтобы на прицел к тебе выбежал оппонент. Только тогда появились бы шансы на взятие раунда. Но бомба стояла, и это дает шанс ВП закупиться в следующем, купить Галилы и все еще перевернуть вторую половину. Будет возможно. Просто телефонем, так, занял топчик, займем. Да, там уже планы есть у Джейма. Не получается, и Ксершин только отвечает. Но это слишком поздно. Смоки здесь имеются. Ксершин пытается нашить, но безуспешно. Может быть, на сейф уже отправить команде Маус? Не отпускает электроник. Ух, какая стрельба. Выживает Джемфат, но сейвить МП9 не хочется, когда там вкусные эски валяются. Может, как-то в спину обойдет и через рампу попытается засейвить один из девайсов. ВП огромные, молодцы. Тут еще и Шуи пришел. Позиция очень хорошая. Но должны чекать цемент. Молотов можно дать в эту позицию. И Шуи начинает подгорать. Слышит это прекрасно. Virtus.pro. И электроник просто погибает вместе с Джеймом. Норберт только сейчас разменивает. Это 1 в 1. Джимфат против Давида, у которого все получается на этой карте, но не сейчас. И это 11-11. Сложнейший раунд для команды Маус. Теперь экономика пала у ВП. И какое же дисциплинированное решение сделать Тека. Но Текнани, они тоже опасные. Клоуд, дистанция, -1. И все-таки с божьей помощью Торси выживает. Уносит Джейма в могилу. И далее Шуи. Все зависит опять от капитана команды. Никто не чекает кап, никто! И Шуи делает 2 важнейших килла. С первого не стрелял, аккуратно вышел, понимал, что его никто не контролит. Вот тем временем Ролан открытие не получается здесь. Тоже на распене уже на 2 игроков включается. Но при этом красный остается. Не чувствует оппонента, не чувствует, кажется. Да, там враг уже в спине, подошел, притык, еще и нож на плюс мораль от Давида. Норберт. Отличная игра в этом раунде. Все плохо сейчас у команды Мауса, тоже пытается исправить. 1 в 2. Будет ли фейк? Уже был трипл килл. 32 фрага у Норберта на Вертиго уже. Слушай, он обходит спину Торреса, и сейчас будет очень пикантный момент. Торрес пошел в смоки, рискует он. Его пока не ждут, но переводится все-таки игрок обороны. Легенда, Давид. Давид. Что это за перформанс? Да пока рано радоваться. Да. Ну, Браун перемещение читает, у него 8 хп, но он не боится атаковать так агрессивно, получает в голову с одной. И это зеленый свет, выйти на Б-базу, поставить бомбу, придется Маус отыгрывать в ретейк. Я не думаю, что вот этот игрок с Китчена будет спешить. Или будет. Джемфлат пытается не дать оппонентам поставить бомбу, не опасно ли это? Сершан находит электроника. Джейм по-прежнему не смог отметиться, только сейчас включается, но по Торзи есть информация. Вот в чем вопрос, подставляется здесь Флит и Джейм 1-3. 1-2 уже. Джейм пока неплохо работает, секунды. времени нет, и просто Маус катит его и попытается убить снайпера ВП после таймера, но он такого не может себе позволить, борется за свою жизнь до конца. 6-0, ВП слишком хорошие позиции, плюс дисциплина, они дергают оппонента из-за всех возможных позиций. Торзи здесь банально не выйти. Ну, главное, что он бомбу не поставит, вот это такой момент. Не будет никакого форс-бая от команды Маус. Перекрестный огонь имеется у мышей. Позиция в нычке. Имеется, кстати, зажигательная. Если она залетит, будет опция найти килл. Там дымовая завеса также полетела. Есть килл. Торс включается. И последний игрок обороны. Команда Маус со счетом 13. Что-то не случилось после 12-0. Но завтра играем, значит. Скорее всего, завтра играем с Фальконом. Опять снова. Что случилось на этих 3 картах? По порядку. Первая Даст. Даст. Ну, наверное, ранняя игра. Плохой выбор решений. Не смогли не занять зоны и поэтому проиграли. То есть даже не вышли никакие расклады, которые обсуждали. За КТ проиграли пистолетку, и нас заснули. Вертига, ну... Просто 1-6, что там начинали. Зацепились, выиграли фор с Галилами. И из-за этого камбэкнулись в игру.
Дальше добрали, вышли на допы, и уже чувствую, ну, Вертига мы много играем, здесь какие-то уже, ну, мы, грубо говоря, в мету вернулись, чувствуется уверенность из-за того, что много практики и метовые мувы сейчас. А на Мираж пистолетку там мы неправильно исполнили, проиграли эко, первый бай был экзотический, не доиграли его, но он был такой на тоненького, на мне ответственно, что 0.4 начало, но потом мы вернулись к своей базе, ну и по исполнению наших фундаментальных вещей тоже провалились, и из-за этого проиграли. Не доигрывали свои ситуации, то есть там уже клатчи на апов заходили, на пустой плент не могли грамотно распетлять. Сити. Мира. А вот этот вот красненький горит. Выход на сцену. Никто не смотрит. увидит. А вот и Давид, идеально сыграно. 2 минуса с 5-7. И Virtus.pro сейчас могут потащить раунд с одним ганом. Отдает смог, но понимает, что времени мало. 17 секунд идут с калашами. Мэджис забирает первого. Джейм есть килл с калаша. И Джейм ставит точку в этом раунде. 1 в 2. Норберт против Снапи и Дюпри. А где же Давид? Давид, есть первый фраг, но китов у Дюпри нет. Дюпри просто сидит и дефает 10 секунд. Норберт! Действительно будут заходить на Б. Пошла хаешка. Под хаешку выход. И без размена заходит на Б-базу. Правда, 3 игрока ВП красные. Фальконс об этом, видимо, не знают. И пойдут на сейв своих ганов. 6-й раунд для ВП. Сейчас Саппайр будет делать легкий килл. Есть ответ от Джейма. Как идеально это сыграли ВП здесь. Джейм начинает уже агрессивно играть, понимает, что он может проиграть этот раунд, если не будет действовать. Тут какая-то ошибка у нас произошла на Б. Фейм сделал все-таки килл. Ну и Дюпри ворвется. Под флешечку попытался, остается просто 2 хп. Еще одна ошибка, переворот от команды Virtus.pro. Что они творят? Время идет. Фальконс уже в спине Дюпри. И кажется, что это ГГ на первой карте. Друзья, Фейм 1 против 4. Есть первый килл, но Мэджис ставит точку. Первое. Минус. Очень обидно. Могли возвращаться. Есть информация по коннектору, и бомба устанавливается на КТ. Так, Мадан сразу же несется в сайт. Вообще не ждет и флит. Есть еще один килл. Джейм вовремя открывается. И флешка идеальная от Мадана залетела. Есть фраг от Элика, есть фраг от Давида. 15 секунд остается уже в спине Снапи. И Электроник еще и по Дюпри фраг находит, но 10 секунд. Тайминг какой будет идеальный у Снапи. Просто двоих будет сбривать сейчас в спину. Раз, два. Браво, Снапи. Отлично прошел в спину. 3-1. И Норберт идет вторым мидл, попытается тут забрать. Там просто Нужна помощь Давиду. Нужна помощь Давиду. Но справляется все-таки с Санпайсом. Санпайс там сразу в голову попал. Фейм разбирается уже с Дюпри. Норберт остается на миду. Еще один килл находит. И Фейм против Снапи. 1 в 1. Дуэль. По Фейму уже попали. Снапи идет драться. Просто на плюс В. Но Фейм справляется. И это еще один раунд для Virtus.pro. И выход 3 ковры неожиданно от команды Virtus.pro. Вау. Открывает просто без шансов точку А. У нас Мадан остается на головах. Попытается как-то разменять, но уже все посыпали. Стоит всего лишь 2 игрока. Дюпри, Снапи. Надо сейвить. Все очень хорошо. Virtus.pro все получается на Мираже. Б, миду играют. А здесь Электроник с долберетами. Электроник только один. Второго тоже находит. И третий. И Джейм подключился. И, возможно, 5-0. Да! ВП просто не оставили шанс. Услышал. Одного забрал. Хаешка залетает. Отличная Санпайс на одну пулю. Мэджиск 73 хп. Но и здесь без шансов Электроник с Норбертом справляется. Санпайс 1 против 3 такой не вытаскивается. Чуть не ждал на тачке Элика. Чуть не попадает. И все, последний все равно за Рокетом убивает. Ну что ж, ВП забирает, как всегда, Мираж. С таким же счетом, как и позавчера. Так, подожди, Мадан, заканчиваются пули, давить его не будут.
Есть красный Sunfire, забирают его, флит минус по Мэджиску, есть информация по Мадану, вдвоем главное сыграть по одному, не подставляться, и Электроник ставит точку в этом раунде. Убивает, хороший зажим, много урона получил, но опять не проверяет Virtus.pro эту позицию коварную. Но сразу Элик разменял, за сайтом был Дюпри, тоже он падает, придется до конца сюда идти, мажет Sunfire, но Дюпри и Мэджиск отрабатывают как надо, 2 в 3 ситуация, Мэджиск не перестреливает флита, хотя бы пачку поставить, потому что у Джейма 150 баксов, Мадан вылетает и двоих стелет вряд. Электроник дождался снапи. Кейв под контролем ВП. Элик не боится проходить смоки. Идет дальше. Смотри, глубоко занимает лобби. Сразу же. Но, кажется, готовы. Фальконс. Нет, Мадан не готов. Но Мэджиск все-таки разменивается. 4 в 3. Норберт вообще с тэк-9 выходит. Сейчас Электроник в такой позиции, когда должен забирать. Забирает он еще одного игрока. И красный остается игрок атаки. Забирает 6-й раунд у нас команда Virtus.pro. Очень важный был раунд. Sunfire вдвоем со снапи будет отыгрывать, и оба по киллу дают. А это уже серьезные проблемы. Джейм. Все летит у нас, снайпер понимает, пытается загнать. Тут два игрока нельзя, надо на перекрестный огонь. И хорошо, Virtus.pro забирают еще один раунд. Хорошая Хае, летят уже смоки, должны понимать, что это выход. И Хае еще одна, но не такая самый уже. большой урон. Фарм просто происходит у нас на рампе. Какая ошибка от команды Falcons. Опять Мэджиск и Дюпри, каждый раз они остаются вдвоем и попытаются. Ну это опытные самые парни, понимают. Заметил. Куда не надо лезть, Электроник не справляется. Опять вот видишь, игрок выходит и убивает. Вообще без шансов у нас Дюпри разваливает. О, не справляется, уже ситуация 2 в 2. Бомба на Б лежит. И уже в спину обходит Дюпри. Боже ты мой, могут сейчас датчане выиграть 2 в 5. Друзья не смотрят почему-то ВП спину. Такой тайминг, Джейм погибает. Есть вся информация у Флита, но у него у самого 40 хп. Флит не попадает ни разу по противнику. Дюпри и Мэджиск берут 2 в 5. Что это было? Так, тут опять Напись круто играет. Тут еще одного игрока убивает. Пытается еще Норберт как-то вытащить этот раунд. Остается у нас один Фейм, который... Я думаю, мы отдали ключевые раунды, на самом деле. На Вертиго, за КТ мы не прогнулись. Я, на самом деле, все еще ищу игру свою на этой карте. Пусть, может быть, это и занимает длительное время, но мы действительно стараемся и работаем. Просто, может быть, не проснулись, не разговорились. Но потом, я думаю, мы поймали эту волну, а на Эншенте, по факту, мы отдали много ключевых раундов, которые мы впредь не должны отдавать. У нас опыта игры друг с другом не так много, это всего лишь второй турнир, и нам действительно много есть над чем работать, и важно просто, наверное, понимать, что это рабочий момент, и нужно стремиться дальше и работать, продолжать в том же ключе, в котором мы работаем. Просто нужно немножко времени, наверное, чтобы больше прочувствовать друг друга. Я думаю, что нам есть куда расти во всех аспектах. Наверное, больше в командном плане, коммуникации. Результаты неутешительные. Первый выиграли Falcons, вначале было легко, потом Ауза. Стало сложно, и третья опять против Falcons. Вроде на бумаге должны были выигрывать, но Мапул, малое количество тренировочных дней, дают о себе знать, то, что пытаемся нащупать свою игру. Понятно, что могли цепляться, и очень обидный раунд, там 2 в 5 выиграли, там мы должны были переворачивать экономику, и 11-9 в нашу пользу. Скорее всего, мы выиграли эту игру, но такие ошибки, они происходят, такие раунды случаются. До Далласа у нас около недели, не знаю по поводу отдыха, сколько он будет ли он, но надо будет закрывать карты, все-таки помимо всех замен, реструктуризации, там, смена вертикали, кто принимает решение и так далее. У нас еще новый даст, новая карта, и ее надо обсудить. Ну, не хватает времени, рук не хватает за все браться, надо грамотно спрогнозировать, какие будут карты, какие будут соперники, и сделать упор на нужные вещи. Всем спасибо, что смотрите, болеете. Работы очень много, но надеюсь, как мы станем на рельсы, станем стабильно выступать, и эти победы будут даваться намного проще.